Я вас приветствую, мои дорогие друзья! Наступил 2021 год, и он мне уже принес первый подарок. А конкретно моему каналу стукнуло уже 10 тысяч подписчиков. Хочу поблагодарить всех моих зрителей. Спасибо, ребята, что вы все со мной, что вы смотрите мои видео, ставите лайки и пишите комментарии. Низкий вам за это поклон. Понятное дело, что в масштабах Ютуба 10 тысяч подписчиков это ни о чем. Никто никакого президента за такое количество подписчиков дарить не будет. YouTube дарит только за 100 тысяч подписчиков, за миллион подписчиков и за 10 миллионов подписчиков. Это серебряная, золотая, бриллиантовая кнопка. Ну, что же делать? Я тоже хочу кнопку, но пока такого рубежа я не достиг. Ну, раз никто ничего не может подарить, значит придется ее сделать своими собственными руками. Обдумывая, как сделать кнопку Ютуба, я чуть не сломал себе голову. Почему? Потому что хочется сделать реально эксклюзивную кнопку, да еще ту, которая бы заключала весь смысл канала в себе. То есть, а у меня канал на самом-то деле имеет очень много направлений. И хотелось бы вот именно частичкой направлений взять и вложить в эту кнопку, чтобы она была символом. Значит, в итоге я как бы у себя в голове уже ее вижу. Это реально будет навороченная кнопка. То есть придется потратить большое количество времени и знаний для ее изготовления. Ну, значит, за эталон я взял бриллиантовую кнопку YouTube. Почему бриллиантовая? Во-первых, потому что она мне очень нравится. Я считаю, что это самая крутая кнопка YouTube. Вот. Ну, а во-вторых, есть к чему стремиться. Да, я, конечно, не питаю никаких иллюзий, но, собственно говоря, к этому я и буду стремиться. Ну, а теперь приступим к изготовлению. Ну вот я испаял верхнюю часть кнопочки, получилось весьма достойно, то есть как бы я даже на такое не рассчитывал. Все грани соблюдены в соответствии с оригиналом, все впуклости и выпуклости тоже, грубо говоря, с оригиналом как один в один. Вот, все запаяно, все зачищено напильничком и наждачечкой немножко обработано. Теперь необходимо сделать оправку под кристалл. Оправка будет припаиваться вот сюда, к внешней раме. Но прежде чем это сделать, сначала необходимо сделать сам кристалл. Кристалл я буду делать из акрилового стекла толщиной 10 мм. Вот такой вот у меня есть кусочек. Теперь я его сейчас размечу, вырежу и начну наводить грани. Кристалл из акрила я выпилил, но это самая легкая часть, которую необходимо было сделать. Теперь нужно навести на нем грани. Чем больше грани, тем больше преломления света, тем более привлекательный этот кристалл. Но для того, чтобы это сделать, это нужен абразив и делительная головка. Блин, делительная головка. Нужно прибегнуть к бумаге и карандашу. На скорую руку по щелчку пальца была сделана вот такая вот приспособа. Значит, самая примитивная, то есть здесь складывается под необходимый нам угол, здесь в основании имеются два подшипника и прижимная пластинка. Прижимать мы все это будем по линеечке. Вот здесь я буду вставлять линеечку разметочную и будем точить грани, как нам необходимо. Для этого мы будем брать наждачечку. И вот таким вот образом
будем наводить грани на самом кристалле. Угол я буду выставлять при помощи вот этого вот цифрового угломера. Ну, наконец-то я вывел все грани этого кристалла. Работа очень нудная и долгая. Использовал я шкурки 120, 400, 800, 1000, 1500, 2000. Ну, а теперь я сейчас ее полирну немножечко на пасте Гоя, вручную исключительно. И покажу поближе, как она выглядит. Ну все, хватит. Блестит, как начищенный самовар. Видите, какая красота. Как бриллиант. Вы, наверное, подумали, что с кристаллом все, и с ним работа закончена. Но самое смешное то, что в моем проекте вот этот кристалл должен быть рубинового цвета, а значит это всего лишь модель, для которой необходимо сделать формочку, в которую я потом залью подкрашенную эпоксидную смолу. Да, столько страданий ради одной единственной модели.
Лицевая часть кнопки практически полностью готова, и я даже сюда закрепил прозрачный кристалл, пока сохнет его рубиновый аналог из эпоксидной смолы. По внешнему виду получилось очень необычно и очень красиво, мне очень нравится. Необходимо теперь скрепить нижнюю и верхнюю часть кнопки между собой. Не скрепить, а точнее спаять между собой. Но сделать этого сейчас не могу. Дело все в том, что внутри самой кнопки будет большое количество мелких всяких деталей, высота которых мне пока неизвестна, так что эту операцию я сделаю в самую последнюю очередь. Сейчас я возьму вот такой фольгированный стеклотекстолит, он односторонний, размечу его по размеру нижней части кнопки, вырежу и спаяю к нижней части кнопки. Для чего я его взял? Ну, во-первых, когда я его отшлифую наждачкой, он мне даст металлический блеск самой кнопки, создаст, так сказать, базу. Во-вторых, закреплять мелкие металлические детали мне будет удобно именно на текстолите. Почему? Потому что некоторые детали придется либо прикрутить, либо припаять. Он подходит лучше всего. Ну и в-третьих, у меня еще здесь будет разведена маленькая электронная плата. Дело все в том, что я планирую эту кнопку сделать с подсветкой. Подсветка будет двух видов. 3 красных светодиода будет светить в саму кнопку, прямо внутрь, то есть подсвечивать сам рубин. Ну и 4 кнопки, которые будут уже установлены в корпусе, будут подсвечивать эту кнопку с 4 сторон. И по идее в темное время суток, то есть когда она висит, эта кнопочка на месте, то есть как бы на стеночке, то есть вид должен быть бомбический. Ну не знаю, как получится. Ну а теперь устанавливаем мелкие детали и продолжаем работать с кнопкой. Хочу вам немножко поподробнее рассказать о том, как будет реализована подсветка в этой кнопке. Значит, это схема простого садового фонарика, сдвоенная. То есть одно плечо будет работать на красные светодиоды, одно плечо будет работать на белые светодиоды. Схема простейших двух мультивибраторов. Чем мне нравится эта схема, то что здесь солнечная батарейка выполняет две функции. Первая – это зарядка самих аккумуляторов, а вторая – то, что она является датчиком света. В качестве солнечной панельки я буду использовать вот такую солнечную панельку, то есть ее только заряда хватает с лихвой на эти два аккумулятора. Обойма под аккумулятора будет вот такая. Здесь будут стоять аккумуляторы емкостью 680 или 650, по-моему, миллиампер-часов, 2 штучки. Вот, схема простая. Необходимо лишь только развести на самой обойме вот здесь маленькую платочку, чтобы нам смонтировать это все, собрать схемку. Так, это будет поверхностный монтаж, чтобы это выглядело красиво. Вот, это примерно будет выглядеть вот так. Ну и сделаю тумблер, то есть если я не хочу, чтобы кнопка светилась вообще, то есть как бы я полностью буду обесточивать саму схему. Причем я обесточивать буду сам генератор, то есть аккумуляторы будут заряжаться. Схема простая, но очень надежная, мне она очень нравится.
Теперь необходимо приклеить оригинальную надпись на стекло. Вручную я такие маленькие буковки вырезать никак не смогу. Точнее всего, сможет эти буковки вырезать только плоттер. У меня, естественно, его нет, так что за этой услугой придется обращаться в местное рекламное агентство. Мои буковки вырезали. Идем. Здравствуйте. Ну, тут сколько бирюлечек всякеньких. Вот. Ну да, оборудования тут хватает. Я белую сделала, золотую как надо, Ага. белую вы сказали, если что, распределите. Можете смотреть? Да, конечно. И еще я вам на всякий случай оставила вот эту вот белую. Все правильно. Вдруг вы Прям вот захотите. вообще четко. Ну что, классно. Вообще классно, ровненько. Моя кнопочка почти полностью готова, но я хочу положить вот такую маленькую вишенку на тортик. Я хочу каркас кнопки покрыть настоящим сусальным золотом. Приступим.
Итак, мои дорогие друзья, проект считаю официально завершенным, и я стал единоличным обладателем самой уникальной кнопки YouTube на 10 тысяч подписчиков. В моем понимании она должна выглядеть именно так. Проект реализован на все 100%, то есть какую я себе ее представлял, такую удалось мне ее изготовить. Теперь для полного комплекта необходимо изготовить сапфировую кнопку и изумрудную. Их вообще в природе нет, а у меня, скорее всего, они точно будут. Ставь лайк, если понравилось, не забывай подписываться на канал. До скорых встреч!